Здравствуйте! Добро пожаловать на канал Тортомания. В этом выпуске я покажу рецепт упругого крема для работы с 3D молдами. Крем получился очень удачным, изделия в 3D молдах получаются оптимально качественными. Средней плотности, вот они у нас даже такие немножко гибкие. Еще один важный момент, изделия из этого крема получаются вкусными, стабильно в жару, к перепаду температуры и к высокой влажности. Такое изделие можно крепить на любой крем для покрытия. Напоминаю, что вся нужная информация есть в описании под видео. Итак, для этого крема нам понадобятся вот такие ингредиенты. Для примера я буду использовать 3D мол цветок георгин. Все ингредиенты должны быть комнатной температуры. Итак, с самого начала нам нужно замочить желатин. Вот желатин желательно замачивать холодной водой. Немножко смешаем и оставляем желатин набухать. Теперь соединим сливочный сыр и сахарную пудру. Пробьем несколько минут на средних оборотах, для того, чтобы сливочный сыр стал у нас гладким и соединился с пудрой. В итоге вот такая масса у нас получится, достаточно гладкая. И теперь сюда выливаем сливки. Теперь нам надо, чтобы эти ингредиенты хорошо соединились между собой. Но для того, чтобы избежать пузырьков, которые образуются при взбивании блендером или миксером, лучше сначала смешать лопаткой почти до полного растворения и посмотреть на консистенцию. Вот я вижу, она почти гладкая, но я еще немножечко пройдусь блендером. Вот буквально 2 прихода. 1, 2, можно 3 секунды. Тогда у нас не будут образовываться пузыри, и нам будет легче заливать 3D молды. Вот жидкость у нас получилась гладкая, без комочков. Теперь нам нужно растопить желатин. Ставим в микроволновую печь на секунд 10-15. Смотрите по мощности своей микроволновой печи. Желатин у нас растопился. Проверим, нету ли там крупинок, и выливаем к этой жидкости. Теперь все хорошенько смешиваем до полного соединения и будем заливать 3D молд. Заливаем такой 3D молд в несколько этапов. Я сначала заливаю только половину молда, чтобы у нас все хорошо, все детали молда хорошо заполнились. Вот надо немного отстучать по столу, чтобы вышел воздух. Можно пройтись шпажкой по изгибам молда, как бы по лепесткам, чтобы в каждый уголок попал упругий крем. Теперь доливаем еще одну часть и делаем то же самое. Надо хорошо посмотреть, чтобы упругий крем, чтобы эта жидкость вошла в каждую щель и заполнила 3D молд полностью. После того, как мы поразгоняем жидкость по 3D молду, видите, здесь немного образуется еще пустое место, как бы еще жидкости не хватает, чтобы залить верхние лепестки. Поэтому доливаем еще немножечко и равномерно распределяем по 3D молду. После окончания внимательно посмотрите, насколько хорошо заполнен молд кремом. И только после этого убираем силиконовый молд в морозильную камеру. Для такого цветка достаточно 30 минут для того, чтобы он застыл. Пока цветок будет застывать, я вам расскажу, как реабилитировать этот крем и окрашивать. Через некоторое время этот упругий крем даже при комнатной температуре может основательно застыть. Нам нужно нагреть его снова. Можно использовать микроволновую печь или паровую баню. Таким способом его можно растапливать много раз, но не нагревать выше 60 градусов, чтобы желатин не утратил свою силу. После нагревания он становится опять жидким, и мы можем снова работать. Этот крем практически белый, поэтому его можно окрасить любым красителем и в любой цвет. Для этого я взяла для примера синий и хочу показать, что у нас получится именно голубой или синий без зеленоватого оттенка. Можно использовать любые другие молды. К примеру, я взяла молды цифры и тоже спокойно можно заливать
поставить в холодильник либо в морозильную камеру и потом использовать в качестве бокового топпера. Ну и сейчас я покажу, как вытаскивать такой цветок. Он у нас уже хорошо застыл. Вот такие цветы лучше ставить, конечно, в морозильную камеру, а не в холодильник, чтобы они были достаточно твердыми. Сначала нам надо рассоединить края с цветком. Вот аккуратненько проходимся по краям, выгибаем силиконовый молд по кругу, желательно, чтобы все сверху как бы освободилось. И постепенно продвигаемся вовнутрь. Делаем это аккуратно, чтобы не повредить лепестки. И вот посмотрите, какой у нас красивый цветок получился. Он, правда, еще немного твердый, потому что с морозильной камеры, но буквально через минут 10 он станет таким мягким, эластичным. Я его взвешивала, он весит 80 граммов. В следующей части этого выпуска я расскажу и покажу, как крепить именно такие большие цветы на торт. Хранить такой декор надо обязательно либо в контейнере, либо просто завернуть в пленку. Из такого молда можно делать цветы разного размера. Вот, к примеру, если мы наполним 3D молд всего лишь на 1/3 или до половины, у нас получится цветок меньшего размера. То есть это позволяет нам украсить торт, имея всего один 3D молд. Ну и достанем наши цифры. Этот декор намного тоньше и он более гибкий, потому что здесь другой формат молдов. Но, как я сказала раньше, такие цифры можно использовать для боковых топперов. Ну вот как бы все, что я планировала в этом выпуске рассказать, вроде бы рассказала. Если у вас будут вопросы, пишите в комментариях. Надеюсь, что этот выпуск был для вас интересным. Не забывайте, что вся нужная информация есть в описании под видео. Во второй части на примере вот этого торта я расскажу, как крепить такие цветы, как собирать высокий торт, чтобы было удобно нарезать, ну и много интересного. Всем говорю до свидания, до следующего выпуска.